мои покупки с Wildberries. Забрала посылочку. Здесь бусинки 25 миллиметров сразу же с дырочкой. До этого я покупала просто шарик. Подготовила корзиночку, открыла бусинки. Хочу вам показать, какие они и сколько штучек. Так, вот, они очень хорошие. Шлифовка у них очень хорошая. Очень аккуратно сделана. Эта компания занимается как бы игрушками из дерева. В основном у них все деревянное. И вот там такие я нашла эти бусинки. Кому интересно, ссылочку я оставлю на бусинки 25 миллиметров. Их очень удобно и хорошо обвязывать. И фокус у меня вот так вот издалека, если присмотреться, то видите, очень хорошие. Здесь порядком, я так поняла, не 20 штучек, а 25 даже. Все точно посчитаю, скажу. Да, здесь 25 штучек. И цена у них очень хорошая, я так поняла, потому что товар новый и цена недорогая. Поэтому, кто хочет успеть купить такие бусинки, оставлю ссылочку, потому что явно цена будет дороже. Я покупала 10 шариков 25 миллиметров, у меня выходило 170-190 рублей. А это 25 с отверстием и купила за 235. Поэтому я еще одну заказала партию. Пусть будут бусинки очень хорошие. И заказала еще такие же, только 30 миллиметров, но там меньше количество. Хочу посмотреть на них. И тоже мне для дела. Вот. И давайте начнем с фотофона. А здесь размер у него 50 на 50, если мне не изменяет память, потому что здесь я не могу... ну вот размеры. 48 на 49, 4 миллиметра толщина. Фотофон белый для съемок. Да, заказывала чисто белый. Других расцветков я как бы смотрела, но потом думаю, что не для всех игрушек фотофон яркий подходит, а белый это самый актуальный. Опа. Прям как пиццу открыли. Вот так вот он выглядит, упакован в пупырчатую пленку еще. В общем, большой. Сейчас я сложу и покажу. Вот так выглядят 3 пласта. Это стоящая и 2 боковых, потому что они с отверстиями. Так, и сейчас будем соединять все. В общем, в одни руки я сложить его не смогла, придется ждать мужа, а выглядит он примерно вот так вот. Вот на этом фотофоне будет еще хорошо фотографировать игрушки, потому что надоело мне доставать, точнее убирать все со стола, чтобы сфоткать, а здесь одну подложку вот эту положила на подоконник и сфотографировал. Вот как раз сейчас я этим и займусь. Мне нужно сфотографировать мастер-класс на лисичку. Как раз таки снимаю уже на этом фоне, но он такой, знаете, достаточно широкий, чтобы поднять телефон повыше и не было вот этих вот краев. Например, ну вот как у меня, что я снимаю на подоконнике, если немножко опустить, игрушка помещается. И все довольны. Связались у меня чебурашки. Вот эту вот чебурашку я вязала, наверное, месяца 2 назад. И я вот только недавно до него добралась, довязала ему ручки. И чтобы закрепить схемку, связала еще одного. Он немножко покрупнее мне получился по длине. Но схемка одна и та же, а игрушки получаются немножко разные. Вот такой вот чебурашка в размере 11-12 сантиметров. Можно как брелочком. Вот я ему уже повесила такие небольшие карабинчики. И еще записалась на ярмарку. Будет она проходить числа 8-9 на выходных в июле. Записалась на позже, потому что сейчас игрушек у меня в наличии нету. И как раз таки я успею что-нибудь подвязать. И вот эти вот малыши со мной поедут как раз таки на ярмарку. Хочу их повязать и посмотреть, как будет идти спрос. Вязала я их из тонкой плюшевой пряжи. Вот.
Небольшая утяжечка. Единственное, что носики я приделывала, место вышивала. Нашла также на Валберсе такие вот маленькие носики коричневые. И они приклеиваются. Они без ножки, но очень хорошо держатся. Приклеила я их на суперклей. Вот. Хочу таких разных повязать и проверить ярмарку свою. Честно говоря, соскучилась. Давно уже по ним не ездила. Последняя моя ярмарка, наверное, была года полтора в Анапе. И вот такие как раз таки попались мне на глаза объявления, и я записалась. Будет проходить в торговом центре Озмол. Кто с Краснодаром, можете проходить, посмотреть. Может быть, что-то понравится и выберете. Вот. В основном собираюсь идти на ярмарку с моими малышами из полухлопка и несколько игрушек из тонкого полуплюша, из тонкого плюша и, может быть, немножко из толстого, потому что сказали, что уже есть девушка, которая будет выступать на ярмарке, и там у нее толстый плюш, и плюшевые игрушки. Я говорю, ну я вас поняла, как бы у меня тоже есть в наличии, но в основном акцент будет на моих маленьких малышей. Как бы на этом мы договорились и записали меня на участие. Вот. Так, что я еще связала? У меня вышел новый мастер-класс. Наверное, уже многие его видели, потому что он дракончик. Черненький дракончик. Сейчас вам покажу. Я продолжаю свою серию малышей. И вот такая вот ночная фурия. Я в мастер-классе написала черная фурия, чтобы было понятно. Есть беленькие и черненькие. И вот такой вот малыш у меня получился. По картинке, конечно же, у него здесь две таких вот штучки. Два маленьких ушка или два маленьких щупальца сбоку. Как правильно, я не знаю. Чешуйки две у дракончиков. Я сделала одну, чтобы не утяжелять сам мастер-класс и саму игрушку. Потому что игрушка сама маленькая. И мне хотелось сделать ее по максимуму простой. Изначально я планировала же сделать глазки из фетра, но нет, на самом последнем моменте сделала глазки из обычных наших стандартных, и получился вот такой вот у меня малыш. И почему-то у меня свет вечно пропадает. Вот что это вот? Я вот делаю, осветляется, потом опять темно. Рост у него 13 сантиметров, крылышки. Тоже схемка у них самая наипростейшая. Пришиваются сзади под хвостиком. И вот так вот он выглядит. Оп, и полетел. Чух-чух. Вот, хвостик пришивается на бок. Кисточка разная. Ну, в принципе, уже работы девочки присылают по этому малышу. Очень классно смотреть на ваши работы. У всех они получаются разные, индивидуальные. В общем, классно наблюдать за вашими работами. Так что присылайте больше. Также напоминаю, что в группе ВКонтакте есть у меня фотографии с вашими работами, и вы можете самостоятельно их туда загружать. Не обязательно мне присылать их в сообщениях, потому что я не всегда успеваю, не всегда вижу, и вы можете их самостоятельно загружать туда. Так что вот так вот. Ссылочки на мастер-классы, которые имеются, оставлю внизу под видео. На чебурашку будет описание, но чуть позже. Сейчас на выходные я уезжаю в Анапу. У меня там 3 именинника, я уже говорила об этом. И все, и они поедут. Мы поедем, а игрушки останутся дома. Все, ладно, пойду дальше работать и подключусь немножко позже. Всем привет! Я хочу анонсировать новый мастер-класс, который будет на недельке. И это мастер-класс лисички. Единственное, что у этой лисички будет совсем другое, это платьишко. Платьишко я брала в бесплатном доступе в Инстаграм. По мастер-классу у меня планируется связать юбочку совместно в нескольких ярусов и оформить ее как сарафанчик. Вот. Детальки я уже связала, сфотографировала и осталось соединить, и все. В общем, осталось у меня совсем за малым, почти все детальки сфотографированы. Осталось мне начать уже оформлять мастер-класс. И на этой недельке я, наверное, сделаю предзаказ на эту лисичку. Конечно же, я свяжу полностью и покажу вам, и более подробно уже
расскажу, что и как. Лисички рост примерно 23-24 сантиметра. У меня получилось 23 сантиметра. Вязала крючком 2,25 кловером. И вот такая вот у меня девушка получилась красивая. Хвостик у нее шикарный. Так что, кому интересно, следите за новостями ВКонтакте. Все ссылочки на группу будут внизу под видео. И приглашаю также в свою группу ВКонтакте. Там в основном информация вся первая, и все мои описания мастер-классов на малышей, все там. Девочки, всем привет! Новое подключение. Начну с приятного. Я наконец-то получила бандерольку с журналом, где опубликовали мой мастер-класс на погремушка олененка. Давайте откроем, и я вам покажу, как вообще изнутри это выглядит. Так вот выглядит журнальчик. Он не особо толстый. Вязание модное просто. Вяжем детям, встречаем лето. Это 6-й выпуск, июнь 2023 года. Вот та самая погремушка, любимая игрушка. И давайте посмотрим, где она находится. Здесь много что интересного есть. На каких страницах. Здесь также как вязать корзиночку, обвязывать пуфик. Пинетки всякие детские. Вот это точно крючком связано. Погремушка. Я, честно говоря, думала, что она будет в цветном формате, но просто черно-белое. Само описание. Екатерина Крикун модель, размеры. Вот. Обещали, что будет еще рядышком QR-код, где можно найти мою группу, но здесь я его не вижу. Ну так, в целом разные мастер-классы интересные, все также в черно-белом формате. Цветная в начале и красивые платья. Вот, в принципе. Так, а дальше что у нас? Дальше я начала вязать заказ. Девушка мне оплатила предзаказ, и я приняла его в работу. Мы обговорили, какие игрушки ей нужны. Здесь их 17 штучек. Здесь вы можете видеть фруктовую зайки 3, чебурашки, ну, в общем, и остальная компания это из серии игрушек по одной схеме. Вот, попросили сделать, чтобы 70% было для девочек, а 30% для мальчиков. Я так для себя обозначила. Вот. Давайте я вам покажу. Ну, чебурашку я вам показывала, он был у меня уже связан. А потом у меня была вишенка из наличия. Я вязала как-то
И вот как раз таки она тоже уезжает. Мастер-класс на вишенку, на фруктовых зайчиков это платный. Кому интересно, оставлю ссылочку. А на остальные мастер-классы, игрушки по одной схеме, они все в бесплатном доступе в группе ВКонтакте. Периодически буду добавлять игрушки, схемы на маленьких игрушек на YouTube. Я немножко приболела, поэтому у меня мысли просто сбиваются тут же моментально, потому что чувствуешь себя не очень, но видео кусочек хочется снять. Все мастер-классы потихоньку будут добавляться на канал на YouTube, но в формате шортса. Там можно будет ставить на паузу, переписывать схемку, либо вязать. Вот. Так, чебурашка. И также у меня связались две зайки. В прошлом заказе я девушке уже выполняла. Зайки были в виде мальчиков, но теперь я решила сделать в виде девочек. Попросили, чтобы зайчики, для девочек были в юбочках. Сделала небольшую обвязку, чтобы не сильно длинная и не сильно короткая была. Я думаю, вот такой вот размер как раз таки самое то. Вот зайчики у меня получились. Вязала одну из газал джинс. Здесь полностью газал джинс и фиолетовый оттенок, и бежевый. А здесь полностью ярный джинс. Глазки везде практически 8. Вот. А сейчас начала вязать мишек. Так, немножечко подвину. Начала вязать мишек. Здесь просто я связала только пока одну голову. Мишек нужно 2 штучки. Одного сделала в желтеньком свитерочке, а в другом бежевом. Ой, в бежевом, таком в сливочном, может быть. И какие-нибудь полосочки яркие. Либо морячка сделаю. В общем, посмотрим. Пока только вижу детальки, которые нужно без цветов. А там уже буду оформлять. Так, дальше что у меня еще? Мастер-класс на лисичку у меня приостановился опять. У меня уже все детальки связаны. Осталось связать туловище и оформить ножки. И сфотографировать. Пока только в таком состоянии. Я надеюсь, я успею все. Вот. Так. И по поводу деревянных бусин. Я наконец-то забрала бусинки, которые идут 30 миллиметров. Они такие классные, большие уже. Хочу быстренько их обвязать побыстрее и использовать в своем секретном проекте. А вот так вот выглядит 25 миллиметров, а это 30 миллиметров. Вот видите, какая разница. Вот. Так что успеть бы все связать. Заказы, конечно, тоже хочется вязать. Денежка, конечно же, всегда нужна и на пряжу, и на всякие мелочи. И так, для жизни мы же стараемся заработать на своем вязании. Так, в принципе, пока на этом у меня все. Подключусь немножко позже и покажу, что я успела связать. Все, до следующего подключения. Всем доброе утро! Сегодня у нас воскресенье, и я хочу отснять последний кусочек этого вязовлога. Хочу показать, что я успела связать из малышей. И, в принципе, на этом вязовлог мой закончится. Я уже вам показывала некоторые игрушки, которые у меня есть. Из новенького у меня появился львеночек, потом олененочек, мишки, по-моему, я не показывала вам, честно говоря, не помню, и одна чебурашка. Связала вот эту вот чебурашку, и он получился у меня меньше размером, чем первый. Схемка одна, а рост у них получился немножко меньше. Это даже покрупнее смотрится, чем вот этот вот. Видать, по настроению все. Видите, как вяжется по настроению. Такие игрушки получаются. Так, ну что, давайте немножко сдвину. Это я уберу. Все игрушки стандартные. Схема у всех одинаковая. Туловище, ручки, ножки, голова. Оформляется только мордочка и некоторые детальки. Так, ну что, мишек я связала одного в свитерочке, а другого в пижамном костюмчике. В дальнейшем каждой игрушки, где будет подходить, я еще довяжу шарфики. В этих игрушек в набор идет шарфики, я очень люблю их вязать. Вот. И сюда они очень хорошо смотрятся. Шарфики я вяжу из шерстяной пряжи. Так, ну что,
2 мишутки, которые будут в основном для мальчиков. Потом олененок один связался, также для мальчика. У олененка тоже будет свой шарфик. И каждой игрушки я начала делать небольшие утяжки. Раньше, когда мастер-классе писала, все игрушки были без утяжек. А сейчас я делаю утяжки на глазки. Мне так и нравится больше, и как-то выразительные мордочки смотрятся, когда делается утяжка у них. Утяжку делаю, ну, когда уже пришила голову, завожу ниточку в самом низу, прям под шеей. И просто здесь вот, где сверху застежки делаю, стежки, точнее, делаю стежки, и вытягиваю ниточки, и затягиваю, и завязываю, и очень прячу ниточки, чтобы их не было видно. И вот такая вот небольшая утяжка получается. Так вот, и дальше связался у меня львеночек. Львеночек один, глазки здесь у него размер номер 6. Вы должны заметить, везде 8, ну, глазки побольше, крупненькие, а здесь маленькие. Здесь у меня размер номер 6. Почему-то захотелось львенку сделать меньшим глазком, но можно попробовать тоже сделать большие. Я думаю, тоже будет классно смотреться. Грива вывязывается на самой голове, она не пришивается. В мастер-классе также все указано, показано. Вот, и получился такой вот левушка. Все игрушки уезжают в одни руки. Мне очень нравится вязать моих малышей.